Двойное убийство в Сарове. Депутат похитил ребенка в Удмуртии, а Рамзан Кадыров раскритиковал Бастрыкина. Всем привет, это «Новости воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы начинаем. Двойное убийство произошло в городе Саров Нижегородской области. Накануне здесь были обнаружены тела соцработницы и ее подопечного. Им было 77 и 78 лет. По предварительной информации, убийца прокрался за своей жертвой в квартиру к пенсионеру. Убил обоих, а женщине отрезал голову. Позже местные жители сообщили, что неизвестный с ножом угрожал подростку на улице. А рядом со школой мужчина в неадекватном состоянии напал на девушку. Та начала кричать, чем и отпугнула его. Связаны ли эти происшествия, пока устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». К вечеру полиция задержала подозреваемого. Это 29-летний местный житель. Во время обыска у него дома нашли окровавленную одежду. Следователи также проверяют его на причастность к другим нераскрытым убийствам. СМИ пишут, что предполагаемый убийца сам пришел к месту преступления, чтобы оценить обстановку, но привлек внимание полицейских. При этом сам он ни в чем не сознается. Депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвиняют в похищении ребенка. Об этом заявила бывшая жена Дьякова. По ее словам, конфликты с бывшим мужем тянутся уже давно, но до такого дела дошло впервые. Причем сам депутат уже пару лет не платит алименты, хотя живет в дорогом особняке на Рублевке. В сети уже появилось видео, как группа мужчин ворвалась в кафе, где обедали Ульяна с дочкой. Девочку схватили, силой засунули в микроавтобус и увезли. Мать вместе с людьми, которые пытались помешать похищению, просто заблокировали в дверях. Еще одного депутата уже в Красноярском крае арестовали после того, как он обматерил соседку. Член Россовета Ачинска Павел Переверзев так громко слушал музыку дома, что его соседи вызвали полицию. Когда на место приехала Росгвардия, Переверзев увидел соседку в коридоре и начал кричать на нее. Сквозь обсценную лексику прорвались обстоятельства. Депутат выпивал с родственниками. Когда Переверзев увидел, что женщина записывает видео, он стал угрожать ей преследованием. Сейчас он под арестом на 3 суток за нарушение закона о тишине и мелкое хулиганство. Есть в России последних лет хоть что-то стабильное. Адам Кадыров и его награды. Накануне вечером он получил еще несколько. Сыну Кадырова торжественно вручили орден Наиба Имамата Байсангура Биноевского, а также орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов. Адам Кадыров получает всевозможные награды с тех пор, как стало известно о том, что он избил задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля в СИЗО. Сейчас у сына Кадырова столько наград, что новостные СМИ так и не пришли к консенсусу, каким по счету будет новый орден, то ли 12-м, то ли 14-м. Отец Адама Кадырова, глава Чечни Рамзан, внезапно раскритиковал глав СК и МВД. Он заявил, что Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, цитата, «сидят не на своих местах». Причиной стало дело против 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева. Он 7 месяцев находится под арестом из-за участия в драке на Ходынском поле в Москве. В декабре должен пройти суд. Комментируя ход дела, Кадыров заявил, что им занимаются и он лично, и депутаты, и некие правозащитники. А вот высокопоставленные российские силовики, дескать, не выполняют качественно задачи, цитирую, поставленные президентом страны. Конец цитаты. Кроме того, Кадыров обвинил главу МВД Колокольцева в разжигании антимигрантских настроений и закончил речь фразой о том, что Всевышний обязательно накажет, кого нужно. Заявление прозвучало в ходе прямой линии Кадырова с жителями Чечни. На нее он приехал на трофейном БТР с украинскими пленными, одному из которых предложил застрелиться. В Новосибирске уволили директора музыкального театра. Причиной стал донос. Леонид Кипнис руководил театром 29 лет. Последний год у него был конфликт с актером Антоном Лидманом, который высказывался в сетях за войну, а затем написал доносы на Кипниса в СК и Минкультуры. Официальное увольнение объясняется инициативой работодателя. Лидман начал конфликтовать с директором театра после того, как в соцсетях поддержал травлю и увольнение бывшего директора Первого театра Юлии Чуриловой за спектакль и отметил в посте позицию своего директора. После этого, как жаловался провластным новосибирским блогерам сам Лидман, многие коллеги перестали с ним общаться, а директор театра Кипнис назвал его мерзавцем. В сентябре Лидман написал заявление в СК, где отметил, что поддерживает войну с первого дня, и заявил, что племянница Кипниса постит в соцсетях сборы для ВСУ. Украинская делегация начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны. Об этом сообщает
Wall Street Journal и агентство Рейтер. По их информации, с украинской стороны делегацию возглавляет Андрей Ермак, а с американской участвует Кит Келлог, которого Трамп прочит в спецпосланнике США по войне, а также Майк Уолтс, которого Трамп предлагает на пост советника по нацбезопасности. The Wall Street Journal пишет, что в ходе переговоров Киев надеется, цитата, «сгладить существенные разногласия по вопросу урегулирования войны еще до инаугурации Трампа, а также, это снова цитата, планирует сообщить о своей готовности к миру». Однако издание подчеркивает, что речь идет об устойчивом мире, поскольку временный мир не соответствует интересам ни США, ни Украины. Киев официально эту информацию не комментировал. Однако, как стало известно 3 декабря, правительство Зеленского отвергло любые гарантии безопасности, кроме полноправного членства в НАТО. Об этом говорится в официальном заявлении украинского МИДа. О любых других гарантиях Украина, как сообщается, отказывалась, как от слишком ненадежных. Тем временем, в ночь на 5 декабря Россия снова атаковала Украину. По данным воздушных сил ВСУ, 2 баллистические ракеты нанесли удар по Днепропетровской области. Кроме того, сразу несколько областей атаковали более 40 беспилотников. Большинство из них удалось сбить. В свою очередь, сегодня стало известно, что в результате субботнего удара по территории России поврежден завод по производству трансформаторов «Стрела» в Брянской области. Фото с места опубликовал телеграм-канал «Досье шпиона». Астра пишет, что партнеры завода, в том числе предприятия оборонной и авиакосмической промышленности. Украина ввела санкции против властей Грузии. В списке 19 человек, ответственных за разгон протестов в грузинских городах. В частности, под санкции попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, премьер-министр Иракли Кабахидзе, мэр Тбилиси Кахакаладзе и другие чиновники. Ранее санкции против грузинских чиновников и высокопоставленных полицейских ввела Литва. Ограничения пригрозили ввести США, также санкции анонсировали власти Канады. Тем временем в Грузии продолжаются протесты против решения властей остановить переговоры о евроинтеграции. Люди выходят на акции уже даже в небольших высокогорных селениях. Протесты идут с 28 ноября. Днем 4 декабря власти после разгона протестующих провели обыски в офисах оппозиционных партий. Сообщалось о жестких задержаниях. В частности, в отделение полиции увезли лидера крупнейшей оппозиционной партии коалиции «За перемены» Нику Гварамия. Задержаны еще несколько политиков. Это произошло перед дебатами, которые предложил провести грузинский премьер Кабахидзе. После обысков оппозиция отказалась с ним разговаривать. Позже стало известно о задержании еще одного лидера грузинской оппозиции. Это глава коалиции «Сильная Грузия» Олег Элисашвили. На него завели уголовное дело, заявив, что оппозиционер напал на члена правящей партии. Теперь Элисашвили грозит до 3 лет лишения свободы. По данным грузинской полиции, за неделю протестов по уголовным статьям арестовали 15 человек, в том числе несовершеннолетних. Их обвиняют в нападениях на силовиков и призывах к насилию. Специальная следственная служба заявляет, что получила сообщение о нарушении прав 319 человек, в основном участников акций протеста и журналистов. Идет расследование по статьям о превышении полномочий силовиками с применением насилия и о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Французский парламент выразил недоверие правительству. Произошло это впервые с 1962 года. За вотом недоверия кабинету Мишеля Барнье проголосовал 331 депутат, хотя достаточно было 288 голосов. Инициативу выдвинула левая партия «Новый народный фронт». Поводом стало то, что Барнье решил провести законопроект о бюджете социального страхования через парламент без одобрения депутатов. Теперь премьер должен будет подать прошение об отставке президенту Макрону, а страной до проведения досрочных выборов будет управлять Временное правительство, так как по закону досрочные выборы можно назначить только через год после последних, а они прошли в июле. Стоимость биткоина превысила $100 000 США впервые в истории. Главная криптовалюта преодолела отметку сегодня рано утром и продолжила рост. Абсолютным рекордом стало 104 с небольшим тысячи на крупнейших криптобиржах. За месяц биткоин подорожал более чем на $30 000. Его цена росла с победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, команда которого, как ожидается, займет более мягкую политику по отношению к цифровым активам, чем предшественники. Капитализация биткоина превысила $2 триллиона, что делает его седьмым по величине торгуемым на биржах активом после золота и акций крупнейших технологических компаний. Но у нас это все новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все выпуски, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя. Пока-пока.